Всем привет! Ганза G7362. Полуавтоматический нож на каждый день. Еще одна новинка от компании, которыми она, судя по частоте их выхода, решила прямо-таки завалить рынок. И хотя герой обзора не лишен физических недостатков, в целом по совокупности впечатлений он кажется довольно добротным и качественным изделием, где-то даже стильным и вполне укладывающимся в часто применимое к изделиям этой компании определение «хороший нож за эти деньги». А за эти деньги в этот раз Ганза предлагает компактный, узкий, но упитанный ножик, немного по толщине и главным образом по весу. При общем росте 197 мм и длине клинка 80 мм ножик получил вес 133 грамма. При этом он не сильно широкий, 27 мм, таков размер в его самой широкой части, но зато и не очень тонкий, толщина ножа 12,5 мм. В общем, при всей своей компактности нож в руке не производит впечатления малыша, как раз из-за своей толщины и главным образом из-за веса. И в случае с этим ножом виноваты не столько сами стальные лайнеры, сколько их массивная передняя часть, в которой и прячется механизм полуавтоматического открывания ножа. Существенно вес могла бы снизить рукоять из алюминиевого сплава, но тогда это был бы уже, наверное, и не Ганза. Что же до самих лайнеров, да и в целом рукояти, да и что уж тут скромничать ножа, обработано все весьма качественно, собрано крепко и смотрится очень добротно. С лайнеров сняты ровные, красивые, широкие фаски. Такие же сняты с накладок из G10, текстурированных под карбон. Текстура таких накладок в крупную квадратную ячейку по ощущениям более цепкая, чем обычная мелкая сеточка. Накладки очень хорошо подогнаны к лайнерам, и лишь одна накладочка на этом ноже чуть выше лайнера, вот в этом месте. Визуально это практически незаметно, но тактильно немного ощущается. Части рукояти скрепляются при помощи двух бонок, и многих часто интересует, из чего они. Ну, судя по внешнему виду, здесь из алюминия. Клипса для ношения на кармане односторонняя и непереставляемая, не жесткая, глубокой посадки, нож абсолютно не торчит из кармана. И, как вы видите, с большим просветом, благодаря которому без проблем и довольно надежно нож можно повесить на средний мужской ремень 3-4 см шириной. И по этой же причине она всегда будет чувствоваться рукой при захвате ножа. Нет, она в общем-то не причиняет каких-либо неудобств, но забыть она о себе не даст. Вы будете ощущать ее присутствие всегда и везде, при любом хвате ножа. Причем при вот таком фехтовальном хвате ладонью, которая всеми своими рецепторами говорит нам, лучше бы вот тут было скругление, явно еще ощущается и вот этот уголок навершия рукояти. С открытием ножа никаких проблем не возникает. Кнопка открытия довольно большая, хорошо чувствуется пальцем с небольшим мягким ходом. Она слегка притоплена в лайнер для того, чтобы нож самопроизвольно не открылся в кармане. Закрывать нож одной рукой тоже не составит никакой трудности. Пружина механизма выброса клинка не очень жесткая, ровно настолько, чтобы радовать владельца хорошо работающей автоматикой. Скольжение в осевом узле обеспечивают две второпластовые шайбы разного диаметра, и надо сказать, что со своей функцией они справляются. Все работает и работает без нареканий. И в закрытом положении, в котором, кстати, клинок стоит по центру, и в открытом положении, в котором он не имеет люфта и стоит как влитой, клинок фиксируется кнопкой выброса. Диаметр кнопки в месте фиксации клинка 6 мм, что смотрится солидно, и в общем вся конструкция кажется довольно надежной при использовании для решения повседневных задач. А решать задачи в случае выбора этого ножа придется, как выше было упомянуто, 80-мм клинком 3-мм толщины, классической формы с прямым, как не кажется при взгляде на него, обратное обухом.
Длинный и плавный у клинка подъем лезвия к обуху, что, видимо, обусловлено определением, какая форма помещалась в такую изогнутую рукоять, ту и сделали. Но смотрится открытый нож, зато вполне гармонично, даже, я бы сказал, на мой взгляд, привлекательное. Этакое стальное перышко. Спуски у клинка прямые занимают примерно 3/4 клинка и сведен клинок в 0,6 мм, практически золотая середина для комфортного решения большинства повседневных задач среднестатистического нажимана, ну если только не побриться. Хотя надо сказать, что из коробки он и бреет, и удивительно легко справляется с бумажкой. Рез у ножа весьма агрессивный и бритвенно-стремительный. В заключении можно сказать, что нож производит очень приятное впечатление хорошего крепкого изделия с привлекательным дизайнерским решением. Но небольшую ложку дегтя подкинули производители и в эту бочку. Хочется надеяться, что только в эту одну, хотя кому-то этот недостаток недостатком и не покажется. Спуски на клинке у ножа сделаны несимметрично. У самого кончика один спуск начинается раньше и, соответственно, он уже, чем спуск на другой стороне. Ну вот при такой, даже уже при такой демонстрации, это хорошо видно. Это, пожалуй, самый серьезный и, вернее, единственный физический дефект, который был выявлен за время с ним знакомства. На этом все. Всем спасибо. Пока. До скорого!